лишним лет назад легендарный Джакомо Агостини и его тогдашний нетрадиционный двухтактный Yamaha YZR 500 с водяным охлаждением свергли мощную МВ Августа, положив конец беспрецедентной 17-летней победной серии этого производителя. Спустя несколько лет Кенни Робертс на Yamaha YZR 500 выиграл 3 подряд титула в MotoGP. И фанаты по всему миру мечтали о 500-кубовой гоночной реплике этого мотоцикла. И вот, наконец, в 1984 году 3 разных версии красно-белого спортбайка были доступны по всему миру. Yamaha RZ500, который поставлялся с шинами Yokohama, продавался в Австралии, Новой Зеландии и Канаде. Его европейский аналог RD500LC, хотя и механически идентичен, имел шины Michelin и другую схему окраски. Япония получила ограниченный выпуск RZV500R, щеголявшую более легкой алюминиевой рамой, остальные использовали сталь, и другими хитростями. Мотоцикл Yamaha RZ500, он же RD500LC, представляет собой легкий и мощный байк весом 173 кг и мощностью 88 лошадиных сил. В середине 80-х годов инженеры старались максимально сократить вес, используя для этого легкие материалы для каждой детали мотоцикла. Крепеж получил минимальные размеры, а традиционные детали были вылиты в другие формы, более легкие и простые, что не только уменьшило их вес, но и улучшило функционирование. Даже новый алюминиевый кикстартер весил гораздо легче, чем стальной рычаг на старых RD. Двигатель модели имеет 4 цилиндра, расположенных V-образно, с развалом в 50 градусов. Он был оснащен жидкостной системой охлаждения вместо воздушной. Однако даже несмотря на то, что эта система тяжелее, чем прежняя, в сумме с цилиндрами выходила меньшая масса, чем на старых моделях. Смесеобразование и подачу топлива осуществляли 4 26 мм карбюратора Mikuni. На переднем колесе установлено 2 тормозных диска диаметром 267 мм, а на заднем один 245 мм. На задней подвеске имелся передовой моноамортизатор с комплектом регулировок. Все это позволяло мотоциклу развивать довольно впечатляющую скорость в 238 км в час. Модель Yamaha RZV500R производилась исключительно для японского внутреннего рынка. Главным отличием от собратьев является сваренная вручную алюминиевая рама, которая значительно легче, чем стальная версия, используемая на стандартных моделях. Также помимо датчика температуры охлаждающей жидкости имеется и датчик уровня топлива. Очень полезная функция, учитывая расход топлива мотоцикла в боевом режиме. Кроме того, в корпусе тахометра установлен красный индикатор, который включается со скоростью 55 миль в час. Это максимальное национальное ограничение скорости в Японии. Также RZV500R, в отличие от обычных версий, имел переднюю регулируемую вилку и некоторые алюминиевые компоненты шасси, что снизило вес спортбайка на 9 кг.
Двигатель был задушен до 64 лошадиных сил в соответствии с японским законодательством. Это было достигнуто путем ограничения внутреннего диаметра выхлопных труб и изменения режима работы карбюратора. Но эти ограничения легко снимались в соответствии со спецификацией RD500 путем снятия ограничительных пластин в выхлопных трубах и регулировки карбюратора в соответствии с требованиями. Еще одна немаловажная деталь. Всего на весь мир мотоциклов Yamaha RZV500R было выпущено 3700 штук. Соответственно, байк очень редкий.